Всем привет, с вами Берсик, и это рубрика «Годно али стрёмно», в которой я проверяю кукольные товары с сайта AliExpress. Годно али стрёмно? Ребята, прежде чем мы выясним, какие товары в этом выпуске годные али стрёмные, у меня для вас есть важное объявление. 18 ноября в 14:00 в Москве в главном атриуме центрального детского магазина на Лубянке состоится мой мастер-класс, викторина и селфи-сессия. Я этому очень рада, потому что мы с вами давно не виделись, и я очень соскучилась. Надеюсь, вы тоже соскучились. И это мероприятие состоится в рамках проекта CDM Online, который представляет собой интерактивную школу видеоблогинга. Я поделюсь с вами своим опытом ведения канала на YouTube, отвечу на все интересующие вас вопросы. Ну и, конечно же, мы с вами еще пообнимаемся и пофотографируемся. Вход на мероприятие абсолютно бесплатный, но те, кто зарегистрируется на сайте CDM по ссылке в описании, получат в подарок красивые открытки с моей подписью. Также вас ждут другие сюрпризы и призы, поэтому обязательно приходите, берите друзей, заряжайтесь хорошим настроением, и я буду очень сильно вас ждать. И я надеюсь, что эта встреча пройдет годно и будет годной во всех отношениях. Годно али стрёмно? Дальше в этом видео, скорее всего, вы увидите, что у меня на зубах помада. Я не знаю, как это произошло, я заметила это уже под конец. Мне так неловко, простите, вот такой вот конфуз случился, поэтому я надеюсь, что моя помада на зубах не испортит вам впечатление от этого видео. Товары к Новому году я решила приобрести чуть заранее, чтобы в обзоре их показать, и вы успели тоже приобрести их до праздника. Эти куколки Санта-Клауса пришли ко мне быстрее всего за 2 недельки, так что к вам они точно успеют прийти до Нового года. На сайте Санта-Клауса представлены в 3 расцветках: белый, красный и коричневый, а также в 2 вариантах роста. 22 сантиметра стоит 194 рубля, а 16 сантиметров стоит 160 рублей. Я заказала Санта-Клауса классического красного высокого и малыша Санта-Клауса белого. Одеяние у дедушек похожее, у них на голове колпачки, обрамленные мехом и увенчанные бубенцами. На шапочках есть висюльки, то есть предполагается, что этих дедушек нужно вешать на елку, а не ставить под нее, потому что они слишком маленькие. Лица выглядят таким образом, они очень миловидные, на мой взгляд, и вообще для такой цены сделаны довольно качественно. Ручки выглядят таким образом, видны кисти рук. У красного Санты в руке также есть золотая звездочка, причем она очень неаккуратно приклеена, здесь большой шматок клея. Сами руки внутри представляют собой проволоку, поэтому их можно сгибать, поднимать вверх, опускать вниз, придавать различные позы. А к другой руке у дедушек приклеенные шнурочки от их мешка. С задней стороны вот такой коричневый мешочек, приятный на ощупь, бархатистый, внутри шишки и какие-то красивые ягодки, палочки. И опять-таки мы видим на рукаве у красного Санты шматок клея, который каким-то чудом сюда попал. На ногах у наших дедушек пластиковые черные сапожки, они немножко отличаются. У красного Санты есть имитация шнурков. Пластиковые сапожки переходят в пластиковые штанишки. У красного Санты они даже в рельефную точечку. Далее тельце тоже пластиковое, и я хочу подметить, что одежда приклеена к телу. Я рассматривала вариант снять эту одежду и примерить на куклу, и для того, чтобы это сделать, придется отклеить ее в некоторых местах. Такого поворота событий Санта-Клаус точно не ожидал, и я планирую вернуть его в изначальный вид, не пугайтесь. Вот так он выглядит, у него ручки проволоки, такое пузатое тельце, и как вы видите, у Санты имеется лицо, а с задней стороны просто пенопласт, который очень легко сломать, поэтому нужно быть аккуратным, когда вы будете раздевать этого Санта-Клауса. Внутри шапочки я обнаружила вату, это сделано для того, чтобы она держала форму, и, собственно, для кукол она не особо подходит, потому что она довольно-таки маленькая и на голове куклы не задерживается. Тулупчик подошел к Кену, но как подошел? На самом деле на нем он выглядит как кофта, а не как тулуп. Вообще в сочетании с брюками выглядит это как целый образ какого-то сумасшедшего экстравагантного дизайнера, новогодняя коллекция. В общем, мы с вами выяснили, что чисто теоретически эти вещи подходят куклам. Маленького Санта-Клауса я решила даже не мучить, потому что у него белый тулуп, и даже если он подойдет к кукле Барби, то в принципе он не будет выглядеть особо новогодним. Но я считаю, что эти Санта-Клаусы годные. Конечно, их нельзя поставить под кукольную елочку, потому что они слишком большие, но при этом они могут изображать ростовые фигуры Санта-Клаусов, такими обычно украшают рождественские витрины. Он будет прикольно смотреться рядом с кукольной елкой. Ну а красно-белые тулупчики вы можете, в принципе, примерять на своих кукол, но будьте готовы к тому, что вам придется с силой их отрывать от Санта-Клауса. Ну и, конечно же, вы можете использовать шишечки и вот эти украшения в мешочке для своих кукол, и в особенности вот эту звездочку, потому что она как раз подходит по размеру и очень-очень милая. Праздник нам приходит, веселье приносит и вкус бодрящий. Праздника вкус всегда настоящий. Я думаю, у многих из вас канун Нового года тоже ассоциируется с новогодней рекламой Кока-Колы. И я для своих кукол затарила целый ящик Кока-Колы за 355 рублей. А его на проверку мне прислала Настя Исаева. Точнее, Настя прислала мне лот подешевле за 220 рублей, но там были бутылочки Кока-Колы без ящика, их было на 2 штучки меньше. И я решила все-таки взять лот в ящичке, потому что, на мой взгляд, он выглядит более празднично
конечно, и я не прогадала, я просто в восторге от этой коробочки. Они такие маленькие, они такие миленькие. И на самом деле на сайте было указано, что это Coca-Cola формата 1:12, точнее для кукол формата 1:12. То есть она очень-очень маленькая, но в принципе для кукол Monster High, для кукол Барби она тоже подходит. На самом деле это смотрится просто как мини-бутылочка. Такие же тоже есть маленькие стеклянные бутылки Coca-Cola. Товар безумно качественный. Бутылки выполнены из полупрозрачного пластика, и если посмотреть на свет, то он очень красивый, такой красноватый. Вверху серебристые крышечки, и они прокрашены аккуратно. Поддон тоже выполнен из пластика, и на нем с двух сторон наклейки Coca-Cola. На бутылках есть тоже наклеечки, они, кстати, довольно-таки ровные. С одной стороны Coca-Cola, а с другой стороны Coke. Конечно, было бы круче, если бы по размеру они были чуть больше, но все равно мне они очень сильно нравятся. Мне кажется, они будут классно смотреться и на кукольной полке, как раз в этой коробочке, и в целом на кукольном столе, потому что бутылочки можно поставить, в принципе, куда угодно, они устойчивые, либо дать кукле в руку. Свитер за 297 рублей попросила проверить подписчица Софи. Это вязаный свитер, похожий на шерстяной. И можно сказать, что это свитер-платье, потому что он довольно-таки длинный. На сайте есть не только другие расцветки конкретно этого свитера, но и есть и другие свитера-платья других фасонов. А что касается расцветок, то там в том числе есть такой красный свитер. Присмотритесь к нему, потому что он выглядит по-новогоднему. Ну а я остановилась вот на таком нежно-сиреневом. Свитер очень качественный, мягкий на ощупь. Он действительно похож на настоящий вязаный свитер. И мне нравится, что у него такой большой ворот, выглядит действительно тепленьким, и кукла в нем зимой точно не замерзнет. Свитерок подходит куклам Барби всех типов тела, и мне даже кажется, что лучше всего он сидит на пухленькой Барби, облегая ее фигуру. В принципе, вещица универсальная и так или иначе подходит всем куклам формата 1:6. Даже на монстряшках и оверяшках этот свитер смотрится довольно-таки неплохо, как будто это тепленький оверсайзд свитер. А еще на этих кукол свитер легче всего надевать, потому что у кукол съемные кисти рук и пальчики не застревают в рукавах. В общем, я считаю, что свитерок очень годный, просто must-have для уютных зимних фотографий. И, конечно же, он оправдывает свою цену, довольно-таки высокую, 300 рублей, потому что сделан очень качественно и подходит многим куклам, особенно этой Барби Фashionistas. Комплект «Ужин при свечах» за 116 рублей попросил проверить Максим Кириллов. Вообще, это подделка под еду и посуду из набора Barbie Doll and Dining Room Set. Причем набор с Алиэкспресса даже лучше кое-чем. Здесь есть подсвечник, а там нет. И немножко отличаются цвета. Мне, как вы видите, пришел белый набор, то есть вся посуда белая, но в отзывах я увидела, что кому-то приходят розовые наборы, и, честно, если бы мне пришел такой, то я бы очень негодовала, потому что розовый выглядит очень игрушечно. Поэтому, если будете заказывать, постарайтесь написать продавцу, какой цвет вы хотите. Все предметы в наборе выполнены из пластика. Есть 3 предмета, где что-то окрашено в контрастный цвет. Это подсвечник, где, собственно, пламя и свечи окрашены. И при этом красная краска еще немножко испачкала стойку. И также 2 тарелки с едой. Первое блюдо — это спагетти с какими-то красными кружочками. Это похоже на сгустки кетчупа. Вообще у Барби очень часто появляется именно такая еда. Но я думаю, это как раз-таки не перемешанный еще соус. Вторая еда — это какие-то мясные или еще какие-то кусочки, выложенные на листе салата. Также в комплекте есть 2 пустые тарелки, 2 бокала с бантиками, ну и столовые приборы. Причем держатели на бокалах и на приборах довольно-таки странные. Они вроде бы и есть, но для рук куклы не шибко удобные. И, видимо, они предназначены для какой-то другой цели. Набор по своему размеру, конечно же, подходит кукле Барби, да и другим куклам формата 1:6. И я считаю, что для такой цены 116 рублей этот набор просто супер годный и очень даже симпатичный. Подписчица под ником Horror Cat попросила проверить одежду для монстряшек, и я заказала 2 аутфита. Первый — это платье за 110 рублей, и второй — это топ и джинсы за 156 рублей. И я только что распаковала этот топ и джинсы из целлофанового пакетика, и они просто ужасно воняют, знаете, как будто какой-то затхлостью или грязными носками. Надеюсь, что этот запах скоро выветрится. И также Ирина Лисакова попросила проверить обувь для кукол Monster High, и я заказала очаровательные босоножки, которыми мы дополним образ, когда будем примерять вот эти вещи. Среди чрезвычайно стрёмной одежды для кукол Monster High и Ever After High на Алиэкспресс это платье как лучик света. Я решила, что оно годное уже на фотографии на Алиэкспресс, потому что оно выглядит очень лаконично. Платье выполнено из плотного, очень приятного на ощупь материала, и материал немножко тянется. По своему фасону он довольно-таки простой, и с задней стороны на белой липучке, которая тоже не вызывает у меня нареканий, и нитки нигде не торчат. Платье на кукле сидит неплохо, конечно, оно не облегает ее тело, немножечко свободно, но при этом мне нравится, как это смотрится, мне кажется, так и задумано. Немножко
смущает зона с задней стороны под липучкой. Здесь немножко избыток ткани. Но в целом мне кажется, что это платье очень годное. Ну а что касается обуви, то к ней вообще нет никаких претензий. Она просто чудесная. Мне безумно понравились эти босоножки с бантиками. Бантик есть и с передней стороны, и с задней стороны. Босоножки выполнены из резины. Разреза с задней стороны нет, но они все равно очень легко надеваются и снимаются с куклы. И еще мне нравится, что они на такой высокой танкетке. Безумно стильные босоножки и очень годные. Второй аутфит тоже довольно-таки качественный и годный, но сам по себе его стиль меня, мягко говоря, смущает. Все эти блестки на джинсах, блестящий пояс, висюльки на топике. Мне кажется, что это было модно в начале 2000-х, и сейчас уже никто в таком не ходит. Ну а по поводу качества, джинсы выполнены из очень плотного материала, реально похожего на джинсу. Сшито все аккуратно, есть даже имитация карманов и ширинки, то есть к качеству у меня нет никаких претензий. И, кстати, на джинсах рядом с блестками есть еще маленькие стразы, которые я не сразу заметила, и походу в двух местах они уже отклеились. С задней стороны есть маленькая черная липучка. Но на самом деле продавец реально заморочился, товар очень детализированный, и пояс, смотрите, как он интересно пришит отдельными кусочками. Топик сиреневый, выполненный из мягкой, приятной на ощупь ткани, с передней стороны серебристый черепок. И также на топике есть декоративные элементы, это те самые цепочки с передней стороны, причем это реально цепочки из металла, и бантик с розовой висюлечкой. И с задней стороны топик на белой липучке. На кукле аутфит сидит неплохо, особенно хорошо сели джинсы, кофточка достаточно свободная и цепочка свисает ей на животик. В общем, я считаю, что он годный, просто немножко по моде отстает от современности, но в целом по качеству и потому, как он сидит на кукле, мне он нравится. Так что, если вам понравилось, то можете смело заказывать. Так что все-таки я ошибалась, когда говорила, что для эверяшек и монстряшек все очень стрёмно на Алиэкспресс. В принципе, есть продавцы, которые стараются, и у этих аутфитов нигде не торчат нитки, сшито все хорошо. Поэтому можете, кстати, присмотреться и к другим товарам именно от этого продавца. У него там достаточно большой выбор. Скрипку за 208 рублей попросила проверить Иришка Яреми. Эта скрипка подходит куклам Барби и куклам Monster High. И, конечно же, желательно, чтобы эти куклы были с шарнирными ручками, чтобы кукла могла реалистично взять их в руки и как будто бы играть на скрипке. Скрипка выполнена из пластика, струны ей заменяет леска, точно так же, как на смычке тоже леска. Но, несмотря на то, что скрипка выполнена из пластика и лески, я считаю, что она выглядит реалистично, потому что она, во-первых, не розовая, она коричневая, с черным, выглядит как настоящая скрипка. Так что товар супер годный. И, знаете, я еще хотела бы сравнить ее с товаром, то есть с подарком, который мне сделала подписчица на последнем Витфесте. Это скрипка из журнала «Коллекционные музыкальные инструменты», и она сделана из металла и дерева, то есть она более качественная, и там уже струны не из лески, а из проволоки. На смычке здесь тоже леска, но при этом сам смычок выглядит более реалистично. Скрипка безумно красивая, и я передаю привет Крис Вайде, или Вейде, может быть, неправильно прочитала. В общем, девочке, которая подарила мне ее на Витфесте. Огромное спасибо, и я думаю, ты рада увидеть ее в моем видео. Скрипочка из журнала также отлично подходит для кукол, но я считаю, что первая скрипка тоже очень годная, так что можете смело заказывать для своих кукол, и напоминаю, что все ссылки есть в описании. Годно, али стрёмно? Время для приветика, и подписчика для привета я выберу среди лайкнувших мою последнюю фотографию в инстаграме Days of Bears. И это Волкова Габриэла. Габриэла, большой тебе привет от Берсика со съемок «Годно или стрёмно». Смотри, в «Годно или стрёмно» уже новогодняя атмосфера, какой у Кена импозантный костюмчик. Спасибо тебе, что ставишь лайки моим фотографиям, спасибо, что смотришь. Приветик улетел Габриэле, ну а вы подписывайтесь на мой инстаграм Days of Bears, ставьте лайки, пишите интересные комментарии, и, возможно, в одном из следующих видео я передам привет именно тебе. Это были все товары на сегодня, ссылки на них, как всегда, есть в описании видео, и также в описании я оставлю ссылочку на сайт, где я разместила все товары из всех выпусков «Годно или стрёмно». Я расположила их по разделам, то есть там отдельно обувь, отдельно одежда, также я расположила их по алфавиту, чтобы вам было удобно искать то, что вам нужно. Также я оставила там ссылки на мои обзоры и ссылки на товары с сайта Алиэкспресс. Выбирайте для своих кукол только годные товары, и до встречи в новых видео. Всем пока-пока!